Ребята, всем привет! Сегодня нашу встречу мы будем снова с вами проводить на моей кухне. Я вас приглашаю сегодня со мной печь орешки на вот такой орешнице. Так, смотрите, я подготовила здесь все заранее. Здесь у нас с вами 400 грамм сливочного масла. Нет, обманываю, извиняюсь. 200 грамм сливочного масла, 400 грамм муки, 100 грамм сахара, 2 яйца, ванильный сахар и бак-пульвер. Сейчас я буду, когда все это закладывать, снова вам говорить, извиняюсь, не 400 грамм сливочного масла. Сейчас я буду снова это проговаривать. Господи. Так, ну что, ребятки, любим мы печь орешки только на Новый год, да? Не люблю все эти покупные торты, ничего я не люблю. А вот раз в год мы любим себя побаловать именно то, что пекли в нашем детстве. Так, ребятки, я закинула 2 яичка. И засыпаю 100 грамм сахара. И сейчас миксером я это все собью. Все, 2 яичка со 100 грамм сахара я взбила. Добавляю сюда 200 грамм сливочного масла. То я что-то вначале неправильно сказала. Я его немножко, видите, оно такое мягкое. Я его взвешивала уже заранее. Здесь точно ровно 200 грамм. Все, готово. Дальше мы совсем чуть-чуть посолим. Капельку мы посолили. Теперь мы добавляем с вами 400 грамм муки. Один ванильный сахар. И пол пачки бак-пульвер, разрыхлитель, не целую пачку, а половинку. Сейчас мы потихоньку начнем это взбивать. Посмотрим, что у нас получится. Мне такое ощущение, ну я сейчас посмотрю, по рецепту идет, да, 400 грамм муки. Ну такое ощущение, как будто бы сейчас я его буду руками домешивать, и там я уже буду видеть. Там же сливочное масло, оно сейчас должно поставить в холодильнике и загустеть, да. Праздник нам приходит. Будем потихоньку с вами готовиться, печь. Может быть, я сейчас у кого-то ностальгию такую навею вам, и вы тоже решите напечь орешки. Потому что мои дети оба здесь рожденные, но они знают. Мама, что ты собралась печь? Орешки. Они уже это знают, потому что мы на Рождество и заканчиваем их кушать на Новый год. Их получается много. Они как бы сладкие, много их сильно не съешь, но побаловать себя можно. Я его не буду в мешочек перекладывать, потому что оно такое достаточно... Посмотрите, видите, получилось такое вот не сильно крутое.
Но там сливочное масло, оно должно застыть. Я его сейчас немножко так промешаю и уберу в холодильник. И дальше мы будем с вами смотреть, что у нас получилось. Но я уверена, что у нас все с вами получится. Так, все, сейчас мы это уберем в холодильник. Сейчас я вам покажу, какое тесто получилось. Тесто вот так получилось. Видите, такое оно как бы мягкое. Оно сейчас немножко подмерзнет в холодильнике. Я его туда в шарик хорошо скручу. Отправила в холодильник. Пускай оно полчасика постоит, и мы тогда уже посмотрим, что мы будем с ним делать. Ну, оно замерзнет, потому что сливочное масло, оно замерзнет. Потом будем с вами выпекать и начинять их с сгущенкой. Остаемся до конца, смотрим. Так, ну я, чтобы не терять времени, у меня сегодня вообще планов много. Я сегодня вот должна сделать орешки и налепить пельмени. Вот, чтобы не терять мне время, пока тесто там стоит в холодильнике, я сейчас замешу тесто на пельмени, в общем. Но уже я буду замешивать на этой машинке. Так, сюда поставим. Так, здравствуйте, здравствуйте, девочки и мальчики. Помогу тебе? Ну, давай. Так, тесто на все я замешиваю только здесь. И дрожжевое тесто, и на манты, на пельмени, на вареники. В общем, я замешиваю только всегда здесь. Так, все, идем к Нетен. Давай. Тут уже тоже все выстроено. Ну, я никакие граммы не выдерживаю, потому что я уже знаю, сколько на килограмм фарша, сколько мне нужно теста. Это вот мне нужно вот этот стакан сделать. На глаз, да? Да, мне на вот этот. Так, наливаю я сюда стакан воды. Дальше я отправляю сюда... Мешаю тебе? Нормально. У нас хоть кухня и небольшая, но мы с тобой поместимся. Так, одно яичко я сюда отправляю. Отправляй. Отправляю. Теперь я добавляю сюда подсолнечное масло. Добавляете в пельменное тесто чуть-чуть подсолнечного масла. Ну, получается где-то 2 ложки, да. Мне нравится тесто послушное, тесто эластичное. Для эластичности ты имеешь в виду? Да, я так где-то давно в каком-то, может, рецепте увидела или что, и так стало нравиться. Закрывай крышкой? Нет, крышкой мы еще не закрываем. Мы сейчас с вами это дело хорошенечко солим. Тесто. Добавляем муку. Так, ну, вообще надо на этот стакан мне всегда где-то грамм 800 муки. Ну, я сейчас вот так вот. То есть у меня здесь все сразу. Вот так вот. Машина незаменимая, да? Вообще незаменимая машина. Если бы не машина, не видать вам пельменей. Потому что мы... Нам, да? Да, часто. Я сюда поставлю, потому что свет немножко... Давай. Себя поставлю. Так, ну все. Не руси, блин. Включаем. И оно будет у нас меситься. И оно будет очень послушное и очень классное тесто. Напишите в комментариях, как вы готовитесь к праздникам, что вы готовите к новогоднему столу. Ну, пельмени я сейчас так просто впрок налеплю, пускай они лежат в морозилке. Я еще хотела вареников завтра. Сегодня вот с пельменями я разделаюсь, а завтра я хочу вареников налепить. Пускай лежит, каникулы длинные, может, кто-то в гости придет. Да, может, кто-то в гости. Суп еще сделаешь. Но это 1 января. Да. Бабушкин суп, у нас традиция готовить, сидеть, как говорится, праздновать, продолжать праздновать. А это сейчас она... Руя пауза. Руя пауза, да? Сейчас Да. опять начнет. Да. А тебе видно его, да? Я все вижу, муки, да, мало. Сейчас оно сейчас прокрутит, я на паузу нажму и добавлю туда муки. Насыпь соль на глаз. Угу. На глаз, ну. Нет, или как? Поставь воду на пельмени. А воду до пельменей? Мало муки. Ну, конечно, это я вижу тоже. Да, сейчас я досыплю.
Она не включится, если крышку не надо, да? Да. Вот гигантскую. Вот так оно выглядит у меня в машинке. Сейчас я его вытащу, немножко промешу чуть-чуть в мешочке и покажу вам. У нас получилось на пельмени. Все, на машинке 3,5 минуты. Это так стоит, а я еще немножко включаю, еще там на пару минут, чтобы оно хорошенечко, как говорится. Хуже не будет. Все, я второе наше тесто отправляю в холодильник, пускай оно тоже отдыхает. Все должны отдыхать. Все. А пока наше тесто отдыхает, мы ждем и на орешки на наши, и на пельмешки. Я хотела вам рассказать, я сегодня ездила в город, и в Тивгараже, в общем, припарковалась. А потом, когда вернулась обратно, багажник открываю, и тут что-то под ногами у меня какие-то бумажки. Ну, я раз нагнулась, посмотрела, а там вот такое было, как ощущение, кто-то из кошелька что-то хотел достать, и как бы кучка такая выпала. Там, то есть какие-то визитки, какие-то записулечки, 5 евро свернуто, там что-то вот так все свернуто, какой-то прям такая кучечка. Ну, я все это подняла и смотрю. В общем, еще в этой кучке был аусвайс, да, как удостоверение личности. Удостоверение личности, да. Ну, я все это подняла, приехала домой. Диме говорю: Димон, смотри, нашла. Дима сразу вбил в интернет это имя, и тебе вылезло... Ну, во-первых, я же видел там, что стоит там город какой-то. Ну да, это в нашем да, городе вышло, женщина. Да, ну как бы лицо так похоже, так. То есть ты нашел в интернете? Да, нашел. Да, короче, он по фамилии, по имени нашел в интернете... работу, где она работает, там, и мужа, и сына нашел, да. И имейл-адресы нашел. Ну и, в общем, Дима позвонил туда. И Дима говорит: так и так, моя жена сегодня нашла, типа, вашей жены аусвайс, мы, типа, целый день сегодня дома, можете приехать, мол, забрать. В общем, они еще в этот момент даже не заметили, что они потеряли удостоверение личности. И что самое еще интересное, они через 2 дня уезжают в отпуск. А у нас ведь сейчас начинаются рождественские праздники, и у нас ведь все закрыто. И то есть, если даже бы она в тот момент увидела, что у нее нету аусвайса на месте, она бы не смогла его пойти как временный там ну, сделать. дали бы, ей бы дали бы, но это все равно же как Марокко, да? Дим, закрыто уже. Он сказал, что они уезжают 26-го. Ну да, точно. 26-го. Да. Даже фоллоуэффики. Да, 24-е, 25-е у нас все закрыто. Закрыто, да. Ну, в общем, они приехали, забрали этот свой аусвайс, такие были довольные. Подарили мне тут такой мини-гишин. Ну, маленький презентик, да. Да. А не надо было, зачем? Мини-гишин. Мне приятно. Не надо было, но мне приятно. Почему? И вот к чему я вам это что ли? К чему я вам эту историю рассказываю. У меня такой случай был. В 2000 году я потеряла свой кошелек. Тогда еще были дойчмарки. Но там была хорошая сумма. Ну, 120, 140 марок там было. В общем, если честно, я даже ни гемерт не заметила, где я потеряла свой кошелек. Потеряла. Прошел месяц точно. Прошел месяц, и мы пошли с компанией играть в боулинг. А в моем кошельке была как моя фотография вставлена, да, как паспортная фотография. И мы играли, к нам подходит хозяин заведения и отдает мне мой кошелек. То есть он меня узнал по этой фотографии, и он говорит: вы у нас месяц назад потеряли, говорит, кошелек. Я была в таком, я не знаю, в каком состоянии я была, в удивленном. Мне отдали мой кошелек, я его открыла, и там еще лежали моих 120 или 140 марок. Говорю, я уже не помню, но сумма была для меня очень значительная. И вот с того дня я полюбила Германию. Вот для меня это был какой-то такой резонанс. Приехав из Казахстана. Приехав с Казахстана, да, что люди через месяц себе возвращают кошелек и еще и возвращают с деньгами. Вот. Такая у нас сегодня история произошла. Я хочу тебе рассказать, не перебивая. Ага. Я же стричься сегодня ходил. Да. Я рассказал твою историю, что ты сегодня нашла, что я омельдовал, да. Что это. А мне парикмахерша рассказывает, что у нее недавно сын потерял тоже, как говорится, аусвайс. Ну что, это бывает же часто, в принципе, да, это... Как сказать часто, конечно, это один раз может в жизни произойти, но это бывает. Да. Но факт то, что он пошел в полицай, и ему сказали там, что вот час назад принесли. Угу.
Да? Да. Да? То есть вот такие случаи у нас случаются, люди что-то теряют, но люди относят это в функбюро. У нас Артур точно так же потерял свой кошелек. 18 лет ему было. Потерял он кошелек и потерял там... Я уже забыл. У него там все было, и каком-то, и, господи, молодые, потерял. Он точно так же обратился в полицию, в функбюро. На тот момент еще не... Ривьера, да. Вот да, еще не было тогда его кошелька, никто не возвратил, но они сказали, как только, если кто-то принесет, мы вам обязательно позвоним. Ну и что вы думаете, ребята? Нашему сыну тоже позвонили и все вернули. Вот расскажите, были у вас ли какие-то случаи, ну, такие подобные, да? Мне как бы было приятно. И вот людям такой бы стресс был бы на Рождество, если бы они не смогли бы выехать. Дело в том, что еще есть разница, да, вернуть документы. А если там деньги были, то есть и деньги вернуть. И деньги вернуть. Вообще это в Германии, Тань, флихт, это обязанность. Люди так воспитаны. Люди так воспитаны. Ставят просто себя на место человека. Место человека, просто все правильно. Все. Вот, в общем, у нас такая история. Сегодня мы вот до обеда я работала, потом мне там в город надо было кое-что докупить, потом с этим аусвайсом. И это... Кстати, ребята, кто предыдущее видео смотрел, я открывала адвентс-календарь, и мне там попался вот такой липпенштифт, да, карандаш для губ. Если кто-то уже нас давно смотрит, заметил, что я яркими помадами никогда не крашусь, я всегда такими карамельными крашусь. Да, тебе не надо краситься даже. Да. Ну и, в общем, я решила сегодня попробовать, как бы, говорю, яркими никогда не пользуюсь, думаю, ну, блин, интересно попробовать карандаш. И я накрасила губы, мне так понравилось, думаю, о, можно, кстати, и красить. Мне непривычно было. Да, и можно красить и яркими. Приходит Дима с парикмахерской, и что, Димон? Ну, мне просто непривычно. Дима сказал, мне нравится, ну как-то. В общем, Дима сказал, не надо, мне самой понравилось. Как вы считаете, идут мне такие яркие помады или нет? Стоит мне дальше продолжать такими краситься? Ну, мне что-то понравилось, я как будто решила себе еще несколько тонов таких ярких цветов прикупить. Но что-то Дима забарковал, говорит, не надо. Знаешь что, некоторые люди боятся изменений. Боятся изменений. Консервативность ну, называется. Ты не боишься я в принципе, уже привык, мне нормально. Уже нормально? Я доволен. Ну, и тем не менее, я напишите, доволен. ребята, кто нас уже смотрит, и кто, как обычно, меня наблюдает, что я как с другими тонами. То есть, стоит мне продолжать краситься так ярко или нет? Мне будет очень интересно, кстати, как вот Тань, Дима прав. Мне будет еще больше интереснее, чем тебе. Да? Да. Ну окей. Ну все, пускай наше тесто отдыхает, и мы сейчас начнем с вами уже печь орешки. Пока наше тесто отдыхает, мы приготовим фарш. Ну, в принципе, фарш-то все умеют делать на пельмени, но Дима говорит, раз уже мы как показываем шаг пошагово. Фарш 1 килограмм. 2 лука у меня здесь, перец и соль. Чеснок я никогда не добавляю в пельмени. Многие добавляют. Я так тоже по рецептам видела, слышала. Но для меня как бы нет. Вот. Лук, соль, перец. И поехали. Сейчас мы его перемешаем. И он тоже у нас пойдет, ребята, отдыхать. А тут пока я лук этот крутила, обрыдалась вся. Опять он глаза красные. Лук у нас ядреный, на улице сегодня холодно. Со мной вообще вчера незадача произошла. Я купила какой-то новый для лица. Ну, это так было написано вообще, что это не крем, а такой, как антифальтен концентрат, как против морщин, да, мажешь. Концентрат такой. Там как 10 ампул, да, на 10 дней. Я вчера им намазала вечером и такое чувствовала пощипывание, когда я его делала. Ну, думаю, ну, наверное, так надо. Утром встала, я вся в пятнах, я вся какая-то опухшая, у меня все... Я утром себя в зеркало... Ты никогда раньше до этого не покупала это? Именно вот этот я не покупала. Я время от времени как бы меняю, там я то такое куплю, там то там на 10 ампул, там, ну, как покупаю. Но именно этот я никогда не покупала. И я пошла вся вот такими пятнами, как бы так немножко даже кожа у меня опухла. Я даже утром сегодня решила не красить, ничего не делать. Так что, если, ребята, у меня сегодня такое лицо немножко в пятнах, я тебя сейчас обнял, поцеловал, это у тебя щеки как теплее, чем обычно. Да? Да. Но это еще возможно из-за того, что на улице сегодня очень холодно. И я сегодня очень много была на улице, и теперь мы зашли как бы в тепло, и оно у нас такое... дома тепло, да. Дома у нас очень тепло.
Вот. И, может быть, оно еще за счет этого. Вот смотрите, вот такой вкусный душистый фарш у нас получился. Я, знаешь, что хотел сказать? Чеснок лучше не в фарш ложить, а в этот чемеркес. Да, мы, кстати, к пельменям и к мантам любят у нас соус. Этот Дима, я и Мила. У нас вот Артур только ничего не любит. Я перекручиваю помидоры, также добавляю туда этот черный, красный перец и чеснока туда. Вот с пельменями мы такое можем, с мантами Конечно, вообще да. обалденно. Причем я люблю масло и этот вот этот сверху, да, полить? Этот. И масло сливочное мешается с этим. Вообще конечно, потом ходишь это. Ну, ничего страшного, все свои. Ну, да. Все свои. Все свои. Да. Ну, в общем, ребятки, сейчас и фарш наш пойдет отдыхать. Что ты всех отдыхать отправляешь? Видимо, я сама хочу отдохнуть. Наверное. Да, я всех отдыхать. Отдыхать всех отправляешь. Не-не, мы сначала все должны... Посыпь на глаз соли. Или как-то... Как я, о чем мы готовили с тобой, я говорю, пока мы весь этот... Что-то мы калорийные с тобой готовили тоже. Что? Не так давно. Я говорю, пока мы этот порочный круг весь не пройдем... Ты пока мы... на видео? Ну да, что-то мы с тобой недавно снимали тоже, я же говорю, как что калорийное такое, что зима началась, и мы все это кушаем. Штрудли, наверное? Не штрудли, нет. Рульку? Нет, не помню. Ну, в общем, я имею в виду, что пока сейчас вот этот порочный круг у нас не замкнется, все мы, торты мы все мы... И уже потом с чистой совестью, с января мы сядем на диету. Ну, это грех. Сейчас все это нам... Вот почему-то, вот что за человек вообще за существо? Почему с 1 числа? Почему? Ну, кстати, не с 1, это я пошутила, это где-то с 10-го. Все, ну окей, тогда это лучше, да. Да, потому что там пока потому что с 1 числа как-то, 1 января мы еще всегда гуляем. Да, я шучу. Да, 2 мы там будем телевизор смотреть, все новогодние концерты. Мы, кстати, 1 числа встречаемся, да, всегда, с друзьями еще. В ночь мы всегда дома отмечаем, с семьей, а именно мы любим всегда в 1 числа встречаться. Ну, не всегда, бывает, что где-то выйдем куда-то. Дима, всегда мы 1 января всегда встречаемся. Нет, я имею в виду 31-го. 31-го мы тоже можем пойти в гости куда-то, но ненадолго. Мы можем до 10 часов вечера посидеть в гостях, например, и до все равно вернуться домой. Понятно, что да, мы в часа 2-3, в принципе, уже все, мы уже... Ну, я даже раньше. У нас традиция, мы в 12 часов всегда выходим с шампанским, выходят все наши соседи. Мы со всеми соседями здесь дружим, у нас вообще классные соседи. Вась-Вась? Ну, ты помнишь слово это? Да. Мне сейчас он так Мы с соседями Вась-Вась, да? Окей. Ну вот, короче, Дима сказал, мы с соседями Вась-Вась, мы выходим на улицу, дети с ракетами, родители с шампанским. Мы все вместе открываем шампанское, выпиваем, поздравляем друг друга и идем домой. Да. В принципе, Дима, я сразу к часу иду спать. Это, может быть, ты еще немножко смотришь телевизор? Нет, час. Да, в принципе, да, так и есть. Я до часу. Да, и я в принципе, всегда... так есть. Ну да, но мы высыпаемся, как говорится, и мы к обеду уже встречаемся. Мы рано встречаемся. И там уже, извини, бабушкин суп. Суп. Там где-то кто-то рюмочку водочки. Абсолютно. Там где-то кто-то вторую, третью. Да. Мы в этом смысле, как что любим в обед встретиться, пообедать, там выпить, посидеть и вечером уже зайти. 1 числа даже лучше, да? Мне нравится 1 числа. Мне как-то, наоборот, так весело. Ездил я в русский магазин еще после этого. Буратино. Буратино, да? Купил. Ра. Да. Ну, в общем, напишите вы примерно, как у вас проходят новогодние праздники. Мы любим еще, кстати, играть в настольные игры. Мы всегда от семьи просим, чтобы каждая семья привезла с собой какую-то игру. И вот мы и сидим за столом, то есть мы и хихикаем, и в игры играем, и танцуем. 1 января... Караоке бывает, можно поем, сделать. Это уже как настроение. Ну, я не знаю почему. Мне кажется, что мой любимый праздник в году – это Новый год. Вот не знаю. Мне кажется, 70% населения бывшего Советского Союза тоже так считает. У меня именно, как вам сказать, у меня в душе какая-то радость, у меня в душе какой-то праздник. Но снега нету, блин. Снега у нас нету. Кстати, знаете, еще больше недели до Нового года уже нам написали, что у нас на Новый год снег будет. Я Диме говорю, я в это не верю. Они на 2 часа погоду не могут... Я матерюсь на них постоянно. Вы за что такие деньги получаете? Они хорошие деньги получают, вот эти, которые предсказывают погоду. Я же тоже могу выйти из дома вот так вот
Да. Ветер юго-западный. Ага, да, это то же самое, абсолютно. Я могу предугадать, что сейчас будет. Да ничего не будет, снега не будет. Да, бывает, сегодня. Летом сидишь там, ой, сегодня будет типа 30 градусов, поехали купаться. Дождя, ризику 10%, ну 10%, да. Раз после обеда начинается дождь. Я ей говорю, а вы в Марс собрались полететь, а еще погоду не научились предсказывать. Да, ну и в общем нам на 31 на 1 пообещали снег. Я им не верю, но я хочу, чтобы они в этот раз доказали, что они умеют работать, чтобы у нас пошел снег. Ну, в общем, для меня, вот, первое, да, у меня Новый год, и еще вот у меня очень всегда радостно на душе, когда вот у моих детей день рождения. Я очень сильно люблю, вот когда у детей день рождения. Это для меня тоже прям такой праздник, и я его чувствую. Свой вообще не люблю день рождения. Твой нормально, а свой вообще не люблю. Ну, я твой нормально, а свой не люблю. Да, да, то есть Новый год у меня все равно на первом месте остается. Это какая... Но это все равно, мне кажется, ощущение идет с детства. Вот это какая-то суета. Мы жили с моей бабушкой на одной площадке. Как бы у нас было 2 квартиры. Мы с родителями жили в своей квартире, и на этой же площадке жила моя бабушка. И у нас двери никогда не закрывались. Мы всегда бегали туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Как цыгане, блин. Ну, как цыгане, да. И то есть мы там с моей сестрой там раз дома, мама там салаты какие-то режет, мы там потусуемся, раз к бабушке бежим. Ну, там, это классно. бабушка это орешки классно. пекет, мы там все ложки еще пооблизываем, там все напробуем, опять домой бежим. Мама там доставайте елку. Я Кстати, твою вот, бабушку помню хорошо. да, кстати, вот в Советском Союзе, вот я не знаю, у нас елку наряжали 31 числа. Вот когда, как у вас? Нет, не было такого, чтобы 31 числа. И никогда мы не... Ну как, салаты, да, это понятно, из-за майонеза там делаются, да, последний момент. А такие российские фильмы посмотришь, они постоянно делают в последний день. И не только салаты, а все. Ну, потому что люди работают, Дмитрий, это ты 2,5 недели дома, а кто-то прибегает с работы, бежит по путяшкам в магазин и закупает. Не знаю. Только я помню, что салаты мать делала, там, оливье, тут же самый, под шубой 31-го, да. Ну, то есть оставалось, то есть минимум что-то сделать. Но елку заряжать, наряжать, я тоже не помню, чтобы... Пекли мы всегда с бабушкой заранее, ну и то есть у нас такая всегда была суета в доме, что мы так бегали, там елку наряжали, там елку, бабушка пекет, мама салаты делает. И, да, потом мы там устанем что-нибудь с сестрой, ляжем, там телевизор с ней какой-нибудь, вот эти фильмы смотрели. Может быть, это все осталось, вот такие эмоции с детства. Ну да. Все, ребята, сейчас начнем уже сами орешки печь. Показать тесто, да, это же получается песочное тесто. Сливочное масло, оно замерзло, и оно очень, очень податливое. Смотрите, обалденское. Как пластилин? Да, в общем, я уже одну партию вот решила прожарить без вас, посмотреть. Год у меня стояла орешница, чтобы, как говорится, грязь лицом не ударить. Я решила первую партию сама. Ну, вот такие шарики я маленькие катаю. И сюда добавляю. Ну, я не знаю, может, она еще разогрелась. Видишь, оно не очень равномерно. Это одни потемнее, другие посветлее, но в принципе... Скорее всего, конечно, да. В принципе, это не страшно. Не страшно. Не страшно. Ну, напечь орешки, это же только, как говорится, первая часть, да? Потом же их нужно все обработать. Ингратен. Да, они сейчас у меня все будут остывать, а потом мы их уже начнем обрезать и начинять. А еще вспомнила тут что-то, мы начали ж про Новый год, про все это разговаривать, тут с Димой тоже начали все вспоминать, интересно. Моя мама собиралась к нам в гости приехать, мои родители очень часто сюда приезжают, и, да. Ну и вот это было, наверное, лет 10 назад. И мама, как всегда, спрашивает, что вам привезти? Я говорю, мама, вот, блин, привези орешницу, я так хочу орешки. Мама пошла по блошиным рынкам, нашла, помните, наши чугунные. У нас же не такие были. Ну, не электрические, имеется в виду просто форма, да? Да, у нас же были такие чугунные, круглые, но все это должны ребята помнить. Блин, так интересно. В общем, моя мама ее нашла, притащила ее за 6000 километров сюда. Моя сестра приходит в гости, ну, мы встречаем маму, мама достает мне орешницу, а сестра моя спрашивает, а как ты собралась печь на вот такой плитке? Ну да.
орешницы. У нас же плитки, помните, ребята, блины были, да, масло Или газовые. Да, или газовые, масло стекало. До меня только потом дошло. Ну и Дима получил задание. Диме главное задание получить. И он мне быстренько нашел и купил вот такую электрическую. Где ты ее, Дим, покупал? Не знаю, ну вон даже там написано даже. Нет, ну я там не покупал. Рукав Мне ты кажется, я просто в eBay купил и все. Да, мне кажется, ты Я ее не в помню, eBay это давно покупал. было. Да. И он купил, мы ее вот ее раз в год достаем, как говорится, отравились. И будет нам до следующего года. Так, ну. Дело в том, что я знаю, что у немцев тоже такое есть. Они тоже орешки делают. Мне кажется, они это делали в 70-х годах, и они это сейчас и уже то, все наверное, забыли. ГДР, да? ГДР, да. Осис. Мне кажется, это сейчас все забыли. То есть мы переняли от своих родителей, от своих бабушек, дедушек. И вот даже вот мой племянник, да, ему 27 лет, он рожденный здесь, в Германии, и он приезжал в Казахстан в гости к моей бабушке, получается, к своей прабабушке. И он до сих пор помнит, как они пекли орешки. И вот сейчас я если ему фотку пришлю, что мы пекем орешки, А, Таня, я тоже хочу, да? Женя уже будет тут как тут. Ну, для Жеки, конечно, мы всегда пакетик оставим. То есть оно все равно у нас как-то передается. А наверняка там тоже, да, как ты говоришь, в ГДР или там немцы это все пекли, ну раз это все продают. Ну вот они больше, мне кажется, как-то на Гизунде сидят. Да. Ты вообще Фрэнсис, немцу да, скажи типа, такое скушать. Почему нет? Ну, съест один-два. Ну, ради приличия. Я не думаю, что они это будут. Ну, я думаю, кушать. это больше, да, действительно, это Осис, эти с ГДР. Я недавно просто на днях смотрел, у меня в eBay есть, в Ютубе есть этот, абонировал я одного немчика, и он рассказывает про... Было видео о том, как, что на столе в Новый год было у немцев. Ага. Так прикольно, Тань. Херингсалат. Это наш этот, под шубой. Ну да. Потом эти яйца нарезанные пополам, знаешь, потом желток выбирается. Фаршированные. Фаршированные яйца. Они, по-моему, называются русские яйца. Вот такие вещи у них. Потом у них был, он рассказывает тоже, как оливье. Только, по-моему, немножко Ну другие вот ингредиенты. получается, Но что то же они самое перешли всё. на другую еду, а мы все-таки еще время от времени вот это кушаем. Да, потом на шписах вот этот виноград с Сыром. выфлями кеза. Тоже мы делаем такое. Выфлы. Всегда делаем. Канапе или как это там называется. Это вообще, ну, так, мне кажется, это актуально, это же классный вкус. Не-не, немцы вот такое Сладенькое, сейчас с кушать. сыром. Я помню, у тебя что-то на работе какой-то праздник был, и ты мне сказал испечь торт. И я тебе испекла торт Прага. И ты, когда пришел, и коллеги сказали, что торт очень вкусный, но торт очень сладкий. Сладкий, да. Да, но Точно помню, да. понятно, Это если ты где, в пойдешь Хюне, да, было? в Хюне, если ты пойдешь в магазин, да, там все вот это обезжиренное, обесахаривание, да, как бы сейчас так все питаются, я согласна. Следят за здоровьем, Да, меньше но сахара. если опять же говорить, что, конечно, это на повседневно не идет, но раз в год, ну как, я это буду как бы, ну, пока здоровье позволяет, мы это будем кушать. Там стучится кто-то? Милан пришел? Возможно, ну-ка, я проверю. Ребята, наш процесс кипит, мы уже тут немножко с Димой в две руки. Я ему шарики накатала, Дима их пекет, Ну, ты снимаешь, да? а я тут уже начала их немножко обрезать, да? Да. Покажешь тоже сейчас, как ты делаешь. Покажу, да. Но они должны немножко остыть, вот, то есть вот здесь горячее, здесь у меня уже Мне кажется, холодненькие. да. Оно же мягкое еще, да? То есть нужно, чтобы оно застыло, да? Хард стало, Да. чтобы обрезать. Но обрезается очень легко, потому что, Покажи. как я же и говорила, да, что это тесто песочное. Просто это немножко как по времени, а да, оно как бы не Да, я мог бы ломается, тоже. аккуратненько. Я бы тоже мог бы это сделать. Я это услышала. Это не напрашивание. Нет, нет. Так, все, давайте. Закидывай. А вот мы же сейчас до этого разговаривали, да, об такое, немцы бы такое кушали или нет? У нас же Лея, мы сейчас Лее щас дадим. Лее дадим. Она же у нас немочка, девочка. Ну, я уверена, что Лея это с удовольствием, кстати, она у нас все кушает.
И беляшики я пекла, она кушает. Пельмени она вообще любит. И Артур иногда говорит: мама, я еду к Лее, можешь налепить нам пельмени, я замороженные заберу с собой. Я это с удовольствием всегда делаю. Лея у нас все кушает, ей все очень нравится. Да. Ну, просто то, что это немножко как бы жирненько. Это жирненько, много нельзя. Это жирненько. Мы с Димой ходили в начале декабря, да, мы с тобой ходили, кровь сдавали. Мы каждых там 3 месяца сдаем кровь, смотрим за своими вертами, ну как контроль. Ну и доктор говорит: все, приходите это после Нового года. Ну и Дима подходит, назначает термин. Там, допустим, 10 января, я его в бок говорю: 10 января это рано. Давай в феврале, чтобы... Что, ты не помнишь? Ты еще говоришь, типа, визо, он же сказал, типа, на Сильвестр. Я говорю: давай, говорю, в феврале, чтобы мы еще успели Сука, шпиль убрать, там это понизить. Да, свои верты понизить, свой холестерин. Мы же сейчас шубу еще будем делать. Так что мы кровь пойдем сдавать 20 февраля. Да, ну у нас термин уже, да, сделан. Да, я просто немножко заранее подумала об этом. Тань, кстати, я в очочках. Я хочу, знаешь, что у Леи спросить, всегда я постоянно забываю. Твои родители случайно не фанаты «Звездных войн»? В то время, да? Что? Почему Лея назвали, да? Может быть, знаешь? Это просто я... Принцесса Лея. Я просто Тань, «Звездные войны» не смотрела, ты у нас фанат. Мне кажется, это взаимосвязано. Мне кажется, вот как-то я думаю. Окей. Сейчас мы так потихонечку все параллельно. Так мы тут пока с Димой орешки-то пекли, что мы выяснили? Он услышал, да, что я вот вам до этого рассказывала про крем, который я вчера намазала, концентрат. Он это услышал. Дима-то не знает, чем я там на ночь мажусь, какими кремами. У нас слово концентрат. Да, и Дима говорит: Таня, он же у меня фармацевт, с медикаментами. Да, это не нужно быть. С медикаментами работает. Ну и Дима говорит: Тань, каждый концентрат надо разводить всегда, как такого не бывает. Значит, ты что-то неправильно продукт, да. сделала. Ну, что мы выяснили, ребята, а я-то еще и думаю, я-то все в аптеке всегда покупаю, я ничего не покупаю вот так вот. И что мы выяснили, да, вот этот мой кремчик, который я вчера купила, вот эти ампулки, их надо было разводить с кремом, с обычным вечерним кремом, надо было развести. Ну вот теперь мы еще вот до одной истины. И вот я себя очень некомфортно чувствую. У меня кожа... сейчас вроде бы до этого было немножко похуже еще стало, а сейчас вроде как на спад пошло. Ты бы видел, какая я утром сегодня была. Да, Тань, там получается ты покупаешь обычную воду для машины, ну как для стекол, ну, да? Есть концентрат, который ты должна там на 5 литров разбавить. Вот видишь, ты это считаешь, я это сказала, ты услышал, видишь? Да. И мы все это дело выяснили. Если честно, когда услышал слово концентрат, сразу это понял. Просто сразу не стал говорить. Ой-ой-ой, ну вот мы с Димой все почитали, все, да, выяснили. В общем, я неправильно использовала, и поэтому у меня сейчас... Уксус же мы тоже, как говорится, фердюновый. Мы же его не льем туда. То есть, если мы во что-то льем, в тот же, там, не знаю, что там, мясо, оно фердюновается с мясом. Ты не можешь просто концентрат Вот где ты вчера вечером был, когда я это все делала? Ну, да. Ну. Хорошая мысля приходит по Все, ребятоньки, мы пекем дальше, а вам как раз осталось сейчас время нам поставить лайк, подписаться на нас и смотреть до конца, что у нас получится. И комментариев что-то очень-очень мало. Третьему этапу, да, уже. Мы их напекли, Дима мне помог, мы в 4 руки, мы молодцы. Теперь я их все почистила. В принципе, их было очень легко чистить, потому что тесто песочное и очень здорово получалось. Теперь мы вот так вот разложили их и будем сюда ложить грецкий орешек, да, в каждый. По чуть-чуть, да, немножко? Понемножку, да. да. Нет, там туда больше кинь. Ну, я буду сейчас немножко фертайлировать, да. Окей. И вот, ребята, мы же вот разговаривали, да, вот до этого с вами, что в 70-х годах Дима, говорит, передачу смотрел, что в то время... ГДР или вообще Германия, в принципе, точно такие же... Столы похожие были, Столы да? очень были похожие, да? Ну и приходят сейчас наши ребята, как мы сказали, что у нас Лея, девушка Артура у нас в гостях, она чистая немка.
И это, они пришли, гуляли, шоповали, кушать ходили, ну, были везде, в общем. Ой, мама, так вкусно, говорит, пахнет, что вы, говорит, делаете? Пришли к нам хвастаться своими покупками и смотреть, чем мы занимаемся. Ну, я Илее показываю, что, говорю, вот мы, говорю, вот такие, типа, баковали сегодня. Орешки. Пытаюсь ей объяснить, она говорит, я знаю их. это моя бабушка. Она так эмоционально на это отреагировала. Она говорит, это моя бабушка делает, я это так люблю. Я говорю, ты сейчас серьезно? Я говорю, ты знаешь, что это, говорю, будет сейчас типа как гефюльт наполнено. И она говорит, да, я все это знаю. Я говорю, ну все, ребята, сейчас, говорю, мы это ускоримся, начиним вас чаем, будем угощать. Ну и у Артура тут Дацвишин спрашиваю, говорю, вы кушать сегодня будете? Артур говорит, нет, мы такие полные, мы сейчас покушали. Я говорю, ну хорошо, просто говорю, мы сейчас с папой пельмени будем лепить, говорю, и могла бы вас еще пельменями накормить. Лея услышала, пельмени? Пельмени? Пельмени. Я буду айнбисхин. Айнбисхин я буду пельмени. Так что вот, ребятки, кушают наш специалитет и любят. Все любят, да. Да. Все любят. Так что мы сейчас ускоримся. Кто знает, кто пробовал, они знают, Да. как оно действительно, если действительно вкусные пельмени, то, естественно, это оценят. Ой, а нам это Ну, вдвойне... с магазина, знаешь, с микс-мак, Ох, я тебя умоляю, даже об этом говорить не хочу. Ну, такое нельзя Глупости. предлагать даже. Глупости. А нам это вдвойне с Дмитрием приятно, когда дети, вот, мы же говорим, что... Извиняюсь. Да, дети выборочно. Милан у нас вот все кушает, а Артур, конечно, выборочно кушает. И нам всегда вдвойне приятно, когда... что мы готовим с любовью, с душой для себя, для детей. И когда еще они это все оценивают, кстати, да, вот у нас обычный, Просто с Кауфланда, да. да, ваннуйские, обычный грецкий орех, зачищенные уже все это. то нам это вдвойне приятно всегда накормить Дай вкусно. На, Вот этот большой. бит еще, Хватит. кушай. Кушай. Так что сейчас вот у нас такая процессия. Остаемся. Смотрим до конца. Процесс у нас кипит с Димой. Мы в 4 руки сегодня, мне так здорово. Дима помогает. В общем, эту корзиночку красивую я вот достаю один раз в год. Один раз в год и складываю туда орешки. Сейчас сюда положу красивую салфетку. Вот так вот. У меня много разных вазочек. Ну, не знаю почему. Ты это любишь, да? Мне нравится, да. Я ее купила. Я себя подписываю, в каком году я покупаю. А кажется, как будто бы там недавно, а смотрю, там на какие-то коробочки в 2012 году купила. Серьезно? Да. Вот там у меня вот там есть, там это стоит под муку. 12-й год. Ой, думаю, боже мой. В общем, сейчас мы так красиво с вами салфеточку. Дима мне орешки уже сюда наложил. Дима сегодня... Покажи сгущенку. Сгущенка с русского магазина. Дима сегодня ездил, покупал. Да, да. Ну, именно имеется в виду, что вот такая штайнгауа молоко сгущенное. Да. Они такие, знаете, немножко тонковатые. Если вот когда мы пекли в моем детстве, да, что у нас были Потолще, чугунные, да? они были такие толстые, да, господи, извините. Они были такие толстые, а эти очень тонкие, и с ними надо очень аккуратно работать. Сломаются, что ли? Или? Да, уже одна Да? сломалась, Ну-ка да. показывай, как ты делаешь так ложечкой, да? Так раз, раз. Аккуратненько, чуть-чуть слегонца, Цак, да. цак. Вот так вот, чтобы Все. края... И потом закрываешь, да? Сейчас мы будем слепливать вместе. Сейчас мы все вместе с вами сделаем. Я немножко, видите, ребята, начала торопиться. То детей не было, мы так свободно с Димой. Сейчас еще Милан пришел. Сейчас уже и Милан пришел, и Лей, показывают все свои подарки, все, А свои, работы много. все покупки. Да, работы у нас еще с Димой много, но сегодня О-о. Дима молодец. Дима мне сегодня помогает. Ах, ладно тебе. Ну, дох. Ты сегодня мне... Что-то я так... Да. Все, успокаиваемся. Сейчас мы и будем начинать слепливать. Не все же мне на диване лежать. Ну, ладно, биатлон тебе смотреть. болтать. Ну да, Понять, биатлона сегодня нет. сегодня биатлона нету. А у нас вот еще, я не знаю, заметили шучу, вы, не шучу. заметили, что у нас квартира как соединенная, кухня с залом, да, соединенная. А когда мы ее покупали, и был вот этот как проект, что, ну, как бы в то время, как сейчас так модно, и так сейчас все строят. Ну да. Да, именно соединенно. Ну, тогда для нас это так новое было. Кухня с залом, ну, мы уже думаем, ладно.
И когда мы сюда переехали, я вам скажу точно, ребята, нам так уютно. То есть Да. мы все время как бы вместе. То даже, допустим, если я готовлю в кухне, я слышу Диму, или я слышу, там, что он биатлон смотрит, или там какой-то концерт. То есть нам, короче, стало нравиться, да, со временем. Все, сейчас Так, этот бледненький какой-то. Бледненький. Вот блас, они блас, блас. неравномерно Вот, они. ну ладно. Нет, ну, окей, орешки тоже такие, как это, натур. Кстати, натур. да. Природа. Да. Вот, сейчас мы их будем вот так вот А слепливать. мобиты ничем не посыпая, никакой пудрой. Здесь сахара достаточно. Как бы, да, это красиво, я так тоже видела, что посыпают пудрой, конечно, это очень красиво, да, такой, как типа снежочек. Это Но только я, красиво, мне но кажется. я не буду посыпать, потому Не что надо. это еще Да, отряхнуть можно, но нет. Зачем? дополнительный сахар, а нам с тобой кровь сдавать. Нам нельзя. 20-го. А то, что думаешь, до 20-го мы с тобой все понизим, Ой-ой-ой. сейчас чуть-чуть похулиганим, а потом будем все снижать. Оно всегда так. Ты поправляешься больше, чем ты потом худеешь. И с каждым годом килограмм. Ну, ты тут не надо. снова Вот это не обобщайте, не надо. Не надо всех под одну гребенку гребсти, не Да. надо. Как вам очки мои? Идут? Нет, скажите. Ну, видео было, да, когда мы с Димой ходили заказывать очки. Ну, да, не знаю, сколько, 10 видео назад. Да. Я покупал видео себе, плохо вижу. Вблизи в любом случае. Ну и вдали немножко тоже хуже стал видеть. Ну и расскажи, что ты остался ими недовольный. Ну нет, ну и как бы я недоволен в том смысле, же, что все нормально, да, я просто сам вступил. Надо было сразу заказать не лезвие брили, не очки для чтения, а очки уже, как это называется. Я знаю, как это по-немецки называется, я не знаю, как это по-русски называется. Ну, как по-немецки? Gleitsichtbrille. Где ты и вдаль можешь смотреть, и читать. Ну, в принципе, это потому, что у тебя не было эрфаринга, но я помню, когда мы с тобой Genau. покупали, оптикерин тебе без конца спрашивала, вам надо, Не ты говоришь, помню, нет, мне что-то- нужно лезы брили, именно документы Да. заполнять, что ты на работе, как с документами работаешь, и Да. она тебе это нормально спрашивала. Ну, не страшно, в принципе. Ну, страшно, В не принципе, страшно, не а дали мы страшно, за да. них ой-ой-ой. Да, ладно, теперь. Это придет время. Сейчас, да, наверное, уже в январе пойду и закажу себе новые. Новый. Уже чтобы и то было, и другое. А да, в как принципе говорится. оно, ну как, Не, ну хорошо, что это страховка есть, это видишь. Это да, но хорошо. оно, видишь, как я говорю, пока ты чего-то не коснешься, ты чего-то не поймешь, поэтому вот так сделали, окей, теперь мы поняли. Тань, я всегда за то, чтобы учиться на чужих ошибках, а не на своих. Ну, иногда на своих тоже приходится. Есть поговорка такая, ну, не буду ее озвучивать, но учиться нужно на чужих ошибках. Ну, ладно тебе. Ну, да, ладно. Так, ребятоньки, мы Что-то мы продолжаем. так, что-то, да? Да, мы так плавно переходим с одной темы на другую тему. Нет, но все равно скажите, идут очки, нет? Так. Мы сейчас будем продолжать. Вау. Орешками все. Посмотрите. Получилась вот такая полная вазочка. Посмотрите, она очень глубокая. Вот столько орешков. Да, немножко неравномерно они выпекаются, но в принципе они очень вкусные. И вот такая кисешка. Это я вечером уже ребятам приготовила. Они чай попьют. Это полная будет у нас на Рождество. И давайте с вами одну откусим и продегустируем. Тесто очень мягкое. Тесто очень тоненькое. Грецкий орешек. Я не знаю, кто как начиняет. У нас всегда в детстве было, что мы делали с грецким орехом. Ребят, очень вкусно. Они еще постоят немножко, пропитаются. Это же мы с вами только что испекли. Это очень вкусно. Мы еще не выключаемся. Сейчас начнем лепить пельмени, угощать нашу Лею пельмешками. Вы пока лайк нам поставьте и начеркайте комментарий.
Ребятки, готовы. И кто к нам пришел? Хулиган. Хулиган Белла. Тоже хочешь, да? Вкусненько Иди на пахнет работу. нашей девочки. Иди за мышами. Столько много чего-то нового в доме, да, Белочка? В общем, ребятки, у нас сегодня немножко было гиплян по-другому, лепить пельмени, вареники, там все впрок и это. Но у нас же дети. Ну все, мы всем отварили, всех накормили. Сегодня снова Пробуем весь с- день на кухне. Пробуем с вами наши домашние пельмени. Это очень вкусно. Я всем желаю приятного аппетита. Я всем желаю хороших выходных дней, побольше проводить с семьей, с родными, с близкими, даже с самими собою. Это очень здорово, да, Белла? Смотри, как внимательно слушает начальник наш. Скажи. Начальник, наша Белочка. Ну, в общем, вы поставьте нам лайк, подпишитесь, а мы будем дальше с вами готовить. Я вам покажу потом, сколько все-таки в заморозке мы приготовили с Димой пельменей. Мы будем много лепить, и мы будем вареники лепить, и еще какой-то торт стряпать будем с вами. Остаемся с нами. Желаю вам всего-всего самого хорошего. Пока-пока. Пока-пока.